Всем привет, друзья-боксерчики! И мы продолжаем тему защиты от прямого удара. Сегодня мы будем показывать связки, которые на ногах. Ноги, они определяют дистанцию. Вообще, как бы это уже заключительный момент подготовки, когда начинают уже прогружать боксеру ноги. Потому что руки и тело на ногах – это уже полный союз, то есть весь тандем движения, который вы создаете. Как защитной формы, так и атакующей формы. Поэтому ноги, они определяют дистанцию. Расстояние, где вы можете защититься, и расстояние, где вы можете доставать соперника руками. Поэтому смотрите, берите на вооружение, все упражнения простые. Но ведут они к очень серьезным, поверьте, приемам. Поэтому смотрите, наслаждайтесь. Схват, блок, шаг назад. Вот теперь обратите внимание, когда вы делаете, сначала можете на месте начать. Первые две защиты вы на месте начинаете. Под схват, блок и шаг назад. Вот здесь ноги задают вообще дистанцию. То есть, и все намерения тут уже читаются. Если вас давят уже ногой, вы уже, понимаете, что надо назад отойти. Но дальше, чем 3-4 шага, пока вы не уперлись в канат, вы не сделаете все равно. Если вы поопытнее уже, то все три варианта защиты делаются уже на шаге. Итак, 3 шага назад делаешь схват, блок и шаг назад продолжаешь. 1, 2, 3. Не успел. Еще раз говорю, дистанция – это определяющий фактор. Вот эти все упражнения, они заточены под набор вот этой дистанции. Потому что я хитро делаю. Когда я формирую первые 2 движения, я могу их сделать коротко, а 3-е движение я могу разогнать. То есть сделать его уже длинное. Схват, блок, удар. И как раз вот на эту дистанцию, чем ближе будет перчатка. Вот давай покажем. Прямо на голову. 1, 2, 3. То есть здесь вот самый главный момент, это то, что точно вы определяете расстояние, сколько он надавил. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Я сейчас чуть-чуть больше взял и выиграл больше. То есть мне не нужно было его бить. Но если бы мне надо было его бить, дистанцию на ногах, я уже по-другому держу. Я уже впираю. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И уже где-то начинаю играть вот этой вот дистанцией. Пока делайте шагом назад. Потом уже будете делать, когда уже хорошо расстояние вам понятны, уже будете на сторону уходить. Потому что здесь есть несколько нюансов, мы их отдельно рассмотрим. 1, 2, 3. Можешь, для подстраховки как бы чуть-чуть еще маякнуть. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Постарайся прям до его головы дотянуться, прям достать. И смотри еще, ты делаешь шаг, и у тебя все останавливается. Немножко продли движение. Вот это вот тоже часть твоей дистанции. И шагом ты можешь, видишь, как регулировать вот этот вот кач. 1, 2, 3. 3. Вот эту часть настрой. Ты на всякий случай, если как бы тебе страшно, ты как можно ближе к нему должен с одной стороны остаться. Но если тебе это не выгодно, ты прогибаешь спину и уходишь уже в такую комбинированную защиту. Раз ногами и телом прогибаешь. Тут все работает. 1, 2, 3. Вот сейчас не догнал, молодец. Смотри, ты просто не успеваешь за его ритмом. Ты делаешь вот что. 1, 2, и вот здесь все. У тебя останавливается. Если ты уже движение начала, то ты вправе, любым способом защититься. Просто вот этот вот способ, понимаешь, он тебе помогает не терять вот эту вот свою ударную дистанцию. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Видишь? То есть как раз вот этот вот момент, давай сейчас покажем медленно. Все в ногах. 1, 2, 3. Видишь, как он близко? Чуть-чуть он не достает. Зачем вот это вот нужно?
чтобы ты успела его потом достать. Чтобы, ну, твоя-то задача вот в этом вот, выйти на свой контрудар. Раз, два, три, например. Ну, как вариант. Раз, два, три. Канаты видишь? Поэтому не больше 2 шагов. Видишь, как у тебя? Он движение начал, а ты уже за ним делаешь. Синхронно с ним надо. Вот синхронно, прямо за ногами. Видишь, смотри. Вот у тебя где чувство ритма. Чувство такта. Потом ты будешь даже только движение, как тело его идет, ты не будешь смотреть на ноги. На все в целом будешь смотреть. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот чтобы почувствовать ноги, руки нужны. Он тебя сам отодвинет ровно настолько, сколько надо. Сколько он надавит? Давай посмотрим. Столько ноги выдают. Еще разок, Андрюшка. Раз, два, три. Видишь, он выталкивает меня. Столько и надо, ни больше, ни меньше ногами. Возьмешь больше, не достанешь. Возьмешь меньше, он тебя достанет. Вот, потихонечку. О, молодец, красавчик. Видишь, и уже на шаг и уклон как пошел назад. Только смотри, против двоечки тут так не забалуешь. Так, смотри. Сейчас тебе надо будет сделать шаг в сторону. То есть ты делаешь 2 шага назад, при этом у тебя идет, ну как, схват, блок, и ты делаешь шаг не назад, а делаешь шаг в сторону. Какую? В любую. Там под руку, да, сориентируешься. По факту надо, чтобы ты как бы сориентировалась и ушла в правильную сторону, в выгодную, в свою сторону. Готово? И схват, блок, в сторону. Вот, например, туда уйди. Да. Еще разок. Начинаем. Раз, два, три. Молодец. Раз, два, три. Можешь просто вот так сделать. Да, а теперь смотри. Ногу никуда не отводи, а просто вот эту ногу вот так вот в пол ее прям, да, урони ее в пол. И у тебя прям рука выстрелит сама. Да, это так ногу сломаешь. Потихоньку, он, видишь, движение очень простое. Вот оно, первое движение, которое тебе нужно будет уже делать, ну, когда ты делаешь шаг в сторону, то есть ты уже будешь как бы подкручивать, чтобы не терять позицию удара. Итак, схват, блок, шаг в сторону. Схват, блок, шаг в сторону. Молодец. Сейчас на другую сторону. Спокойно. И схват, блок. Молодец. Не хватает, видишь, ног? Поэтому, когда вот уже ногу сюда будешь ставить, немножко подальше ее вытягивай и раз подтянула. Также и в эту сторону раз подтянула, чтобы я об нее не споткнулся. Схват, блок, в сторону. Еще разок. Схват, блок, в сторону. Вот есть просто шаг назад. Верно? Ты делаешь точно такой же шаг назад, только ногу ты тянешь не сюда, а ногу тянешь вот сюда. Тогда у тебя получится более выгодное положение. То есть ты просто ногу сюда, не назад, а сюда ее начинаешь. И как в обычной жизни, да, вот мы делаем сначала этой ногой, а потом этой. Здесь у тебя наоборот, здесь ты переднюю ногу выставляешь, иначе ты не разгонишься. Шаг, шаг, и вот эта нога у тебя, смотри, раз, и ты уже на стороне. Самое простое, раз, два, просто в сторону уйди. Канат, видишь? Раз, два, вдоль каната. Неизбежно у тебя ноги вот так встанут. Если вдруг эта нога развернется, ну ты устойчивость потеряешь. Поэтому вот этот момент падения, когда ты уходишь, особенно если ты сразу это делаешь, сразу подтягиваешь. Раз, два, три. Раз, два, три. Видишь, как я выгодно захожу? То есть я-то уже знаю об этом. Команду ты уже в голову дала, что тебя атакуют 3 ударами. Схват, блок. И тянешь в сторону. Нет там дальше ничего. Канат, все. Итак, готово? Шаг назад. Молодец.
Теперь больше сюда завали. И руку эту можешь вытащить мне на плечо сюда. Раз, два, три. Молодец. Потихоньку все научишься. Раз, два, три. В другую сторону. Раз, два, три. Молодец. Раз, два, три. Больше заверни. У тебя, вот смотри, как только ты вышла в сторону, да, вот у тебя один удар, тут же второй, третий, четвертый, ты там будешь развивать уже атаку. Но все начинается с одного движения, когда ты начинаешь на сторону уходить. Раз, два. Раз, два. Раз, вот в сторону. Раз, вот в сторону. С другой стороны, с левой начни. Раз, гонишь канату, прям вбиваешь в канат. Вбиваешь прям в канат. Раз, два. Видишь, как я ухожу? Да. То есть ты реально скользишь. Движение очень простое. Тут не надо ничего выдумывать. Шаг назад. Теперь смотри, вот по движению. Видишь отсюда движение? Как будешь делать в сторону? Молодец, еще разок. Раз, два. Еще разок. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Шаг в сторону. Сейчас пока без удара начните его делать. И постепенно удар прикручиваете. Зачем удар прикручивать? Чтобы сразу, понятно была вам дистанция. Еще раз говорю, задача не растянуть. Хотя и это тоже может быть частью вашей стратегии. Чтобы, утомить где-то соперника. Ваша задача сохранить свою дистанцию. Причем так это сделать, чтобы вас не достали, а вы достали, то есть в более выгодное положение войти. Итак, по парам встали. Ты не просто защищаешься ногами, а ты уже выбираешь. Проваливаешь. Молодец. Хорошо. Раз, два, три. Молодец. Больше развернись. И потом вдоль каната шмык. И раз, два, три. Вышел. Опять к канату. Раз, два, три. Видишь, как хорошо провалил? Видишь? Раз, два, три. Видишь, где выгодное у него положение? Я его там вообще не достану. И ничего ты тут уже не сделал. Ничего ты тут не сделаешь. Держай, молодец. Раз, два. Вот сюда уходишь, у тебя фронтально ты должен стоять по отношению к ней. Вот сюда. Ты вот здесь должна оказаться. Потому что здесь у тебя только-только все начнется. Ты отсюда будешь давить на нее. Вот в эту сторону ты будешь давить. Если ты, например, скользнешь ей за спину, все будет, упущено. Или тебе придется завернуть за нее, чтобы разворачивать ее уже к углу. Это тоже ноги делают. И это делается все с ударами. То есть ты как бы ее в угол как загоняешь. То есть в этом как бы и суть передвижения. Чтобы загнать соперника, остановить его и как в грушу уже ударить. 3. Раз, два. Молодец. Сейчас ты в угол сам влетел. Вылетаешь вот сюда. Вот здесь у тебя проход. Здесь у тебя проход. Как только ты остановишься вот здесь, тебя подожмут боковыми ударами, все. Тебе придется только вниз идти и здесь уже маневрировать, в какую сторону выходить. А так заранее 3 шага, 3 удара. Раз, два, три, ты уже ушел. Хорошо. Да, видишь, тело уже по-другому себя ведет. И ты начинаешь вот так делать. Вот у тебя как в голову ты делал, так и в корпус ты делаешь. Нет у тебя никакой перемены. Просто чуть-чуть подожми ноги. Подожми чуть-чуть. Сверху вниз тебе надо чуть-чуть сместиться. Молодец. И сразу продолжение атаки. Пошел. Раз, два, три. Молодец. 4, 5. Вот когда ты из угла вот отсюда на нее будешь давить, ты все равно, Кристин, ближе, ты все равно вольно-невольно перед ее рукой вот этой дальней. А когда ты вот отсюда будешь ее давить,
вот сюда ударами. Видишь, сколько ты выигрываешь? И первую, и вторую руку ты отключаешь. А так, если ты к углу прилипнешь, да она достанет тебя. Здесь уже, ну, если только за счет вот движения тела, но это все равно как бы все емко будет. Поехали. Выбирайся, выбирайся. Хорошо, он выкрутился. Да, да, Кристина. Ты ручку чуть-чуть поднимай, потому что для тебя-то это защита. Раз, два, три, молодец. Теперь смотри, вот видишь, он постоянно, то к тебе, то от тебя, кто к тебе, то к тебя. Вот на базе, еще раз говорю, вот именно, ну, столько великолепнейших вещей можно сделать. Например, делаешь 2 шага, 2 удара. Я первый, например, делаю схватом, второй я уже буду делать контрудар. Смотри, куда буду делать. И раз, два. То есть я делаю движение вперед, но не совсем вперед. То есть я не на тебя движение делаю. Да, я делаю движение вперед, с ударом делаешь. Вот я сюда вытягиваю. Опять-таки же зачем? Дальше что у меня будет? Я уже подбираю ноги и уже добиваю тебя. Раз, два в эту сторону, то же самое. То есть это самые простые вещи, это все ноги делают. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Молодец. Как только я начинаю, ты на доли секундов уже знаешь, что будет второй удар. Раз, два. Раз, два. Вперед. Молодец. Раз, два, три. Молодец. Движение навстречу. Прям кидаешься. Хорошо. Раз, два. Хорошо. Вот и молодец, зашла. Вот где-то примерно так. Поняли, парни? Поехали. Прям дави на него, дави прям ударом. Иначе ничего не будет. Вот, молодец. Вперед, молодец. И прям за него туда, если... Не-не-не-не-не-не. Вот есть 2 варианта. Медленно. Раз, два. Когда ты вот так делаешь, это один вариант. Когда ты с правой ноги. Безусловно, есть и такой вариант, когда ты его делаешь, ну, больше циркульный такой вариант. Тебе надо сейчас вот эту вот ногу просто, ну, так быстрее будет. Раз, два, вот сюда. Раз, два, вот сюда. И ты шаг делаешь прям туда. Раз, два, три, 4. Там бесконечно можно удары собирать. Можешь сейчас, смотри, Андрюшка, пока без вот этих, без продолжения, но чтобы ногами четче выходить, чтобы у тебя лишнего уже ничего не было. Ничего не было. Ну и также на другую сторону. Ближе, прям к ноге, к нему. Выиграешь ногу, ты выиграешь бой. О, молодец. Делов-то. Чего сразу так не делал? Молодец. Это все подводящие упражнения. Защита от прямых ударов при помощи ног. Так, парни, давайте чуть-чуть мы коснемся циркуля, ну, как бы, чтобы уже, ну, уже полностью авторитетно пройти все сегменты защиты при помощи ног от прямых ударов. То есть движение циркуля, оно так же, как и сайдстепом, многогранно. То есть можно как вариант делать, ну, сейчас пока объясню без удара, а потом уже с ударом. То есть когда, например, движение удара идет, выдвижение, ногу подставляете вот сюда, то есть уходите от удара. И мгновенно начинаете дорабатывать, докручивать. То есть такие вот, то есть со стороны уже атаку, чтобы нанести. Если в эту сторону вы можете делать вот это противоречивое движение. Первое, самое понятное, когда вы вот так уходите на сторону. То есть вот она делает удар, и я сюда вот так ухожу. Здесь есть как бы масса нюансов, которые выигрываются по скорости. То есть это очень надо быстро раскручиваться. Прям очень быстро. Значит,
Этой ногой я могу также на движение ее удара делать сюда, чтобы также раскручиваться здесь, выигрывать. Циркуль, он очень хитрый такой. Если сайдстеп, ну это буквально, когда вы уходите, ну, в оригинале шаг назад, шаг в сторону с ударом, то циркуль, он коварный. То есть вы можете подруливать своей ногой, вы можете не дожидаться ее движения, а сами создать это движение, чуть-чуть его раскрутить. Если вдруг пойдет ее давление на меня, ну вот начинаешь, я делаю шаг вот этой ногой и начинаю уже по дальней ее раскручивать. Сколько я выигрываю? По расстоянию, ну как маневр. То есть ей придется как минимум 3 шага делать. То, что я смогу сделать за один циркуль. Поменял позицию, вообще ушел в сторону. Поэтому ваша задача сейчас просто выйти на этот элемент. Но ты сильно, когда за спину заходишь, нельзя. То есть ты должен зайти, чтобы он у тебя вот здесь был. Вот здесь. Вот ты где должен его. И как только ты в этой позиции, ты можешь уже на него давить. Видишь, пока он там выпрямится, у тебя столько вариантов открывается. Ну вот что-то да, молодец. Хорошо, молодцы. Защита в боксе вообще многогранна. И задача боксера все 3 вида защиты свести в одну форму. Учесть передвижение как основную форму вашей дистанции. Второй момент. Правильно где-то согнуть, подогнуть, чтобы можно было за счет мышцы уже выиграть движение удара. И третье, самое главное, то, что у вас находится уже в руках. Чтобы ваши руки всегда были на цель, всегда смотрели на цель. Поэтому и выруливают здесь уже ноги. Движения, как основные формы, делаются назад, в сторону и по диагоналям. Точно так же и отступаются по диагоналям. Где-то вам надо провалить, где-то вам надо выиграть. Но в основном все формы передвижения ведут либо к контрдействию, там, к контрудару, либо вообще уже там к тотальному наступлению.